Евгений Шалавин, спасибо за ваше творчество. Почему вы так мало пишете портрет? В них грусть, печаль, радость, тревога и так далее. Какое ваше отношение к иконографии? Очень хорошее. Свое отношение, как не к копированию. Ваше творчество, кроме нескольких вещей, очень легкое, воздушное. Когда я еще увижу шедевр, когда вы возьметесь за картину, вопрос: вы возьметесь многоплановое полотно? Но буду стараться. Есть идеи, и я работаю над этим. Спасибо большое за теплые слова, Евгений. Вы знаете, я как флюгер. Вот сейчас подул ветер в эту сторону, я иду писать пейзаж, потому что чувствую, что я хочу в этот момент. Вчера пошел прогуляться по набережной, вижу, девочки заплетают косички. В прошлом видео я показал, как я писал акварель. Я писал на самом деле 2 акварели, одну не стал показывать, потому что взял просто тестировать бумагу, и ничего не выходит. Поэтому, еще один блок бумаги в сторону. В итоге сейчас по тесту проходит у меня 3 бумаги. Еще на подходе кое-что есть. Я вам тогда доложу, какие бумаги, на мой взгляд, подходят мне. Пришла по Валбересу Баохонг, по-моему, называется. Для меня новая, посмотрим, что это такое. У меня много идей, и портретных, и многофигурных. Просто слушаю себя. Вот как придет время, многофигурные эскизы делаю, кое-что. Обязательно вам покажу и буду показывать. Конечно, надо на выставках смотреть такие вещи. Даже акварель вчера, которую разместил, я понимаю, что не передает. Вот то, что я на бумаге вижу, и на экране компьютера, это совершенно 2 разные вещи. Вы все понимаете, о чем я говорю. Татьяна Дюжакова. На что вы клеите холсты? Где-то вы об этом рассказывали. Вот как раз сейчас я раздобыл, где я об этом рассказывал. И вот по этой ссылочке вы прям тыкнете и попадете прям аккурат на то видео. Там не сразу, но там разговор об этом и показ есть. Как, чем и на что я клею свои небольшого размера холсты. Надеюсь, я правильно понял вопрос, что готовые холсты, работы. Если не готовые, то есть на которых я пишу, есть несколько способов. Об этом тоже есть видео 308 о том, как устроен кассетник для переноски мокрых работ. У меня в кассетнике 2 позиции. Одна двойным скотчем наклеена, вот в 308 все вы подробно увидите, на который я наклеиваю холст. Там двойной скотч просто на этой поверхности. А вторая чистая поверхность, вспененный полистирол. На него я просто малярным скотчем, по кромкам, по 4 сторонам приклеиваю и пишу. Анастасия, подскажите, пожалуйста, как быть, если не понимаешь разницу между тоном и цветом? Не можешь передать его в картине. Подскажите, будут ли у вас в этом году классы в Москве или в ближайшем Подмосковье? Очень хочется попасть к вам на класс. Спасибо большое, Анастасия. Я все выкладываю на сайте, все свои предложения, примерные, когда в обозримом будущем, ближайший класс у меня будет на Ольхоне, на Байкале. Приезжайте туда, еще есть места. Это начало октября. А потом, я думаю, уже ближе к зиме надо будет провести класс на академичке. Там очень здорово писать. Для художника все комфортно. Лишь бы была кровать, лишь бы была мастерская там есть, и питание 3-разовое. То есть в перерывах между питаниями можно писать. Так что заранее приглашаю вас на академичку, пока еще не знаю когда. Но на сайте будет, можете оставлять заявки, мне напишите, я сразу создам группу, подумаю, когда мы соберемся и поработаем. Снежную зиму там писать волшебно совершенно. А какие трудности, Анастасия, я ничего не понимаю. Прищурьтесь сильно. Света мало попадает на сетчатку глаза, и можно точнее различить разницу. Видно же вот это к заднему плану. Что светлее, что темнее. Всегда задавайте себе этот вопрос. Что светлее, что темнее.
Работу надо вести сначала от больших масс, то есть большие массы закрываем. Небо одна масса, горы другая масса, лицо и футболка. Все. И смотрим, что темнее, что светлее. Фактически сложности могут возникать тогда, когда, например, теплое и холодное одного тона сближенного. Ну просто щурьтесь и вопрос практики, замечайте разницу. С опытом это обязательно, чем больше работаете, это обязательно возникнет ощущение видения тона. Главная штука, что большими кусками нужно видеть. Ну вот это ключевая штука. Не мельчить, не смотреть там, ой, ну как же, здесь же много, здесь же и свет есть, и тень, полтень. Средний тон, бум, средний тон, и все по средним тонам. Средний это между тенью и светом, бликами. Ну, приедете на класс, мы конкретно разберем это прямо на примере. Это в деле хорошо ты начинаешь чувствовать. Сергей Астахов, подскажите, как понять, что картину уже можно отпускать в собственную жизнь, чтобы через некоторое время не было за нее стыдно, так как со временем качество и уровень работ меняется, соответственно, меняются отношения к ранее сделанному и отпущенному в жизнь. Тамара Агапова тоже об этом же спрашивает, подобный вопрос. Когда нужно отпустить? Ну, помните, как этот самый Пикассо где-то в кафе пришел и на салфетке нарисовал что-то? По-моему, мэтр подошел, человек, который обслуживает. Пикассо сказал, что я Пикассо, вот мой рисунок на салфетке, хочу заплатить им за еду. А тот говорит, подпись поставьте, мэтр. Ушлый человек, поставьте подпись. Он говорит, ну я же хочу только за еду заплатить, не за весь же ресторан. Ну вот Пабло отпустил этот рисунок, значит, не за ресторан, так за еду, нарисовал на салфетке. Когда отпустить? Ну каждый из нас знает, когда, например, блины печем, вот когда они прожарились, чтобы они не пересохли, а если не дожаренные, тоже невкусно, ну тесто сырое. Значит, все должно быть сделано так, чтобы он был прожаренным и вкусным. Ингредиенты, все подобрать. Мастерство должно быть пекаря. То есть первое, к чему я клоню, нужно достичь мастерства. Тогда даже линейный рисунок на салфетке за 1 минуту может оказаться шедевром. Потому что в этот минутный рисунок вложена вся жизнь. Все предыдущие неудачи, поиски, сомнения, горы, тонны красок. То есть это постоянно, вот эта вся работа, ком такой, длиной во всю жизнь, вложена в этот момент минутный, где все концентрируется, чтобы получилось произведение искусства. Так что если этого ощущения нет, что из твоего пера все, что ты не делал бы, все завершено, закончено, готово. Нужно этого достигать, нужно к этому стремиться. Я к чему клоню? Многие пишут стихи. У меня знакомый пишет стихи. Я ему не могу сказать, у меня не хватает слов, чтобы сказать, что это никуда не годится. Но вот он пишет, он любит. Видимо, он чувствует так рифму, так подбирает слова. Я не могу прочитать дальше 2 строчек, просто, вот все, увольте меня. Но он же тащится, он же выкладывает это на какой-то там ресурс, стихи.ру или как-то там, портянки.ру, жму. Это же для него акт, я не знаю, возвышенного творчества. Что тут делать? Когда отпускать? Вот он отпускает. Весь мир это читает, видимо. Наверняка находятся поклонники. Я уже как-то рассказывал, одна знакомая, начальник издательства, она решила написать книгу и начала всем раздаривать знакомым. Я 1 страницу, да там половина этой страницы. То есть это невозможно. Это начальник издательства написал книгу. Но самое интересное, что находятся люди, кто на этой волне. Вот это меня всегда удивляет. Это говорит, кстати, о том, что все люди, создающие, находят своих почитателей. В этом очень хороший, плюс, большой плюс.
Друзья, хорошая новость. Я выпускаю 23-й урок в онлайн-школе живописи «Архитектурный пейзаж». Солнечный летний день в Гурзуфе. Архитектурный, причем довольно со сложной перспективой, потому что улочка от меня идет вверх, дом стоит очень кривенько-косенько, и нужно очень многое здесь учесть. Но самое главное, это по рисунку, да? Но самое главное, что солнце создает такую игру тонких отношений на этом здании, теплых. И теплохолодность настолько тонка, она растворена в асфальте, в зелени, в кирпичной кладке стены. Он плотнее, чем небо, и плотнее, чем это. Вот что важно. И важно это сохранять, если просто сравнить, не только с этим сравнить, но еще и с этим. Пейзаж выстроен на тонких отношениях, и как сделать его светоносным, задача очень непростая. На первый взгляд кажется, что так легко все это делается, но это обманчивое впечатление. Это довольно непросто написать солнце, которое падает на вот разные объекты. Для тех, кто изучает живопись, мне представляется важным посмотреть этот урок с тем, чтобы открыть в себе цвет, научиться мыслить цветом, тонкими отношениями цвета. Как только вы это почувствуете, живопись моментально изменится в этот же день. Важно почувствовать разницу тонких цветовых отношений. Я пишу и все поясняю. На пальцах, на палитре вы видите цвет, вы видите, как кладется, куда кладется, почему я рассказываю. Ну, в общем, вы сами все увидите. Вот такая небольшая реклама урока. Заходите, не стесняйтесь. Зелень, я имею в виду вот этого заборчика. Вот это более правдоподобно. Там есть кусочки в тени, кусочки на свету. И по возможности напишите нечто подобное. Пусть это не обязательно будет со сложной перспективой, но главное, пусть он будет солнечным. И пусть будет белое здание. Присылайте мне свои работы на видеоразбор. Эта опция доступна в моей онлайн-школе. Называется «Консультации». Ну, розовенький. В этом видео, по ссылочке, если перейти, я покажу фрагментарно, как я писал работу «Старая олива» в Черногории в Святистефане. Заходите на просмотр. Чего откладывать?